Здравствуйте, друзья! С вами снова Masters of Body. Сегодня мы поговорим о таком аспекте нашего тренировочного процесса, как тренировочная форма, то есть тренировочная одежда. Обсудим варианты, которые подходят, как говорят на русском не знаю, но украинском доречные в тренажерном зале, а какие являются не совсем удобными или даже немножко бестолковыми. Итак, для начала, чтобы понять, какие вообще запросы, какие критерии формы в тренажерном зале, выделим одинаковые условия для мужчин и для женщин. Первое, это что, по-твоему? Обувь. Не обувь. Вообще по всей вот форме, по критериям. Ну, чтобы это было удобно и... Стоп. Удобство. Удобство, во-первых, при что? При выполнении упражнений. Для того, чтобы оценить удобство, берем самые сложные упражнения. Это приседания, наклоны становые, ну и различные размашистые движения, где плечевой пояс может быть скован, то есть движения руками, то есть подъемы, гантели и так далее. Согласен? Да. Второе, что должно быть, это безопасность для человека. То есть в каком смысле? Антиаллергенность. Ткани при соприкосновении с кожей, там какие-то дешманские могут вызывать аллергические реакции, там в конце концов, если совсем дешевая синтетика, это может быть очень неприятный запах пота, вступающего в реакцию, поэтому это и небезопасно, и не эстетично. В общем, и вокруг еще мучаются другие, и это сплошь и рядом, да, для людей. Это, конечно, фактор может быть не самый главный с физиологической точки зрения, но с моральной и эстетической я поэтому поставил на второе место. Третья чисто практика, это износостойкость, при стирках, при тренировочных деформациях, чтобы на заднице не порвались во время наклона или во время приседания. Этот момент тоже может вас немножко расстроить во время тренировки, поэтому желательно его учесть. Дальше именно практичность во время тренировочного процесса. То есть, выполняя, например, упражнения сидя или лежа, открытые участки тела, например, не должны касаться мягких частей тренажера. Андрей, покажи, как ты сейчас бы на скамейку Скотта лег. Сел, вернее. Или видите, сел бы, да. Вот если в такой майке делать это упражнение, надо как минимум подстелить полотенце. Да, под ножками уже вспотело и все. Как бы скамейку Скотта, это неуважительно по отношению к другим. Вот. Или же, неважно, когда вы лежите лежа. Так даже я с такой майкой, если лягу на горизонтальную лавку делать джим или разводку, я тоже буду касаться тела. Это мне уже будет плохо. Может быть. Как минимум, да, это будет плохо для вас, потому что вы можете себе подцепить какую-нибудь неприятность. Особенно летом. Теперь по поводу этой открытой формы одежды, а так как она присутствует и много видит таких маек, для чего же она все-таки подходит? Для девочек открытая форма, короткий топ или короткие шорты. В первую очередь это на степ-аэробике ее применяют, там где идет высокоинтенсивная тренировка, и надо, чтобы тело быстро остывало. А в тренажерке же это можно применить только если девочка качает, например, вверх спины, плечевой пояс, то есть нигде не садится, не ложится. В принципе, может быть допустимо, хотя в дальнейшем это либо однобокая тренировка, это не совсем удобно. Для парней также, да, вот в такой майке хорошо качать руки, плечи, как ты видишь, рабочие мышцы. Но опять же, если где-то надо сесть, прикоснуться, помните про полотенце как минимум. Вот. Дальше. И какая же, также кардиосессию можно делать в короткой форме. Если вы будете много бегать на дорожке, там использовать орбитреки и все остальное, то есть в короткой форме это можно легко вытираться. Во всем остальном же это не очень практично. Вот, теперь разберемся, какая же форма самая неподходящая. В первую очередь для девушек, как я уже сказал, это слишком короткие шорты и короткий топ. Почему? Во-первых, когда она садится на тренажер, например, сведение ног, как минимум начинает сама же от себя комплексовать, широко разводя ноги. Как максимум это голые части тела трутся о поверхность тренажера, и там даже полотенце не подстелишь. Почему? Не поможет. Да. Под каждую ногу стелить полотенце — это бред получается. Легче одеть правильной формы штаны и не вымазывать ни тренажер, ни себя. Потом, какая же самая подходящая форма? Это, естественно, более длинные лосины, велотреки до колена или чуть ниже колена. Также свободные хэбэшные штаны, хэбэшная футболка. Под нее девушки знают, должны одевать специальный спортивный топ. Короткий, вместо бюстгальтера, чтобы было удобно выполнять различные жимовые и тяговые упражнения. Теперь о парнях. Самое неподходящее, как Андрюха мы уже сказали, для жимов, для лежачих упражнений это майки. Причем майка Андрея, обратите внимание, тут шлейки еще достаточно средние. Есть такие, как бы это сказать, полупокерные майки.
Спина, мастер спины открытый. Тоненькие шлейки, да. Извините, грудь все вываливается. Ну, в них, наверное, только можно гулять, где-то красоваться по пляжу. То есть это совершенно неуместная будет форма одежды для тренажерного зала. Или же, если парень пришел там и тоже качается не в день ног, одевать какие-то мега короткие шорты, благо таких сейчас немного. Ты не видел таких? У вас нет? Ну, не, приходили, но крайне редко. Это... Ну, слава богу, это не распространено. Да. То есть это больше это девочек касается, чем мальчиков. Вот. Потом еще хочется упомянуть одну, на мой взгляд, бестолковейшую форму одежды. Это длинные тоненькие лосины и шорты поверх. Вот почему-то это 99% парней так тренируются. К сожалению, откуда это взялось? Это взялось из мира единоборств, но там это оправдано. Особенно в грэпплинге, в борьбе, в современных видах смешанных единоборств. Люди, чтобы не терлись кожей, это будет очень неприятно и даже травматично, одевают эту синтетическую, именно синтетическую одежду, потому что у нее выше степень скольжения, коэффициент трения меньше. Вот. Но зачем это переносить сюда, это как бы неизвестно. Плюс еще один момент. В залах единоборств температурный режим по стандарту, он ниже, чем в тренажерке. Там 18-20 градусов, и поэтому там человек немножко по-другому потеет. В тренажерке же стандартная температура 20-22 градуса. И человек, облачаясь в такое количество синтетики, извините, начинает дико вонять. Может, он этого не знает, но я видел много людей, приличных с виду, находясь в этих фирменных, как они там, рашгардах называются, или еще в чем-то, которые утомляли этой одеждой половину зала. Вот, вокруг все утомлены от них. Поэтому эта именно одежда для тренажерки максимально бестолковая. Вот. Удобная же одежда, это будут, пусть это будут даже те же самые лосины, но не вот эти прозрачные, а есть специальные атлетические, там, легкоатлетические, которые плотные, в которых зимой, например, удобно качать ноги. Или же это хэбэшные штаны или шорты специального покроя, в которых удобно приседать, наклоняться. Ну, в общем, парни уже в курсе дела. То же самое касается майки. Майка, если все-таки вы хотите, я люблю майку, Андрей тоже. Она должна быть с широкими шлейками, это будет удобно для всех случаев жизни, с большими проймами, удобно вытираться, удобно как бы дышать телу, видно рабочую группу мышц. Ты тоже, Андрюха, да, майки больше всего любишь? Да, ну я, например, в этой майке работаю, а тренируюсь я в майке, которая еще шире вот, шлейки. Размахайка, да? Да, которая широкая, вот это следующее, да. модное слово оверсайз. Оверсайз. Большой размер, и мне комфортно, она нигде нет. Минимум 50% ХБ, да? Однозначно, только хлопок, даже больше. Иначе да, она да. Вот, то есть вам говорит чемпион профессионал. Она широкая, длинная. 6 дней в неделю. И в этой я работаю. Столько, сколько Андрей пробовал спортивной формы. Ой, много, наверное, очень. никто другой, поэтому... Вот хочется в рубашке тренироваться в белой, но неудобно. То есть, Андрюха, твой рецепт это вот хорошие удобные шорты, вот. удобная майка. Зима наступает, шорты на флисе здесь впитывают хорошо, здесь выглядят неплохо. Почему с карманы замками что-то положил, закрыл, я не тренируюсь с открытыми. В майке это я не тренируюсь, широкая майка, с широкими шлейками, как ты сказал, и она как балахон, вот такая. Удобно очень. И она настолько широкая, что 90% спины она закрывает. Вот. И я в такой майке делаю руки, плечи, ну, принципе, и спину. И спину. Не, можно, но я делаю руки, плечи и спину. Хорошо, в чем ты ноги качаешь? Лосины. Плотные, классные, да, потому что на них хорошо налазить на коленник. Вот. И футболка оверсайз. Обычная футболка, хэбэшная. Футболка удобна, почему? Потому что она длинная, плюс одеваю пояс, он не закусывает мое тело там, когда я делаю большой вес, например, да, тяжелоатлетический. И, ну, это комфортно, тело потеет и дышит одновременно, и нету никакого запаха. Что и требовалось доказать. Друзья, мы никому не навязываем, ни в коем случае никого не осуждаем, мы лишь делимся наблюдениями, опытом и опросом, так сказать, наших подопечных. Просто, возможно, кому-то эта информация, мы надеемся, будет немножко полезной. Да. Еще один вопрос к тебе. Есть такие новомодные товарищи. Ну, раньше я тренировался, любил банданы. Летом это закономерно, потеешь, немножечко впитывают. А для чего в бейсболках тренируются люди? Это честно дань моде или для чего это? Мне кажется, да. Это даже, я не знаю, может, они бейсболками кстати, много уже таких я встречал, вот, поэтому вот вопрос. Вот первый раз я начал много увидел таких ребят, именно, так сказать, интуристов, выходцев, ну, когда еще до войны были арабские студенты. Ну, почему бейсболка?
Потому что их кумиры, как я понял, в интернете также тренируются в бейсболках. Возможно, оттуда это пошло, потому что я ни одного из соотечественников своих, ну, я сейчас не опять же, никакого, просто вот из пацанов, ну, как бы из наших, никакого у нас в бейсболке, ни в шапке, Ну, ни помнишь, в бандане даже в не наше время тренируются. была модна бандана. Ну, я никогда ничего на себя лишнего не любил натягивать, и никого даже сейчас в зале, здесь, в Димином зале, не видел, сколько ты роликов выкладывал. Да, Дима, никто у вас в бандане не тренируется? В шапке, в бейсболке? Бейсболка тренируется. Наши пацаны или интуристы? Наш. Уже и наши Для тренируются. того, чтобы тепло не выходило. В бейсболке. Откуда? Тепло Из головы, из черепа. Не дай бог, да, блин, Это они так объясняют тебе? тепло. Ну, короче, голову надо греть. Ну, как правильно говорят, держи голову в холоде, ноги в тепле. Так им и передайте. Ну, да, То есть не можем. мышцу надо держать в тепле, бицепс, например. А когда ты качаешь бицепс, надо голову. Ну, кому чего не хватает, где, тот кто и держит. Никого не осуждаем. Я говорю, просто делимся. на А вы этой нам прекрасной присылаете ноте. свое мнение по этому поводу. Можете немножко нас почморить. ну, Да, не без того. потроллить. Вот, мы не обидимся, нам будет даже интересно. На этом прощаемся. И нам голова нужна не для того, чтобы мы ее ели. Мы бейсболки не носим. Мы тренируемся, думаем и бережем мышцы в тепле в зимнее время. Спасибо, Оранжи. Спасибо Клубу Оранж за предоставленную возможность для наших съемок. Всем спорт! До свидания.